Практически каждое утро сердце мамы обливается кровью при виде несчастного малыша, который, вцепившись в мамину одежду, заливается безутешными слезами и ни за что не хочет ее отпускать. Да и мама, встревоженная сильной реакцией роднулечки, уже начинает считать себя чудовищем без сердца, раз заставляет своего малыша плакать при расставании. А вдруг это будет психологическая травма для него? Может, ну его, садик, раз ребенку лучше дома, вон как липнет к рукам. И еще больше поражается рассказом воспитательницы об ее ребенке, как он, оторвавшись от мамы во время прощания, тут же бежит в группу. Играть. Слез нет, улыбка аж до ушей. И вот уже бегает за кем-то из друзей. А о том, что он рыдал минут 5 тому назад, даже не вспоминает. Уму непостижимо, думает мама, теряясь в догадках. Есть несколько причин. В этой статье поговорим про одну из них. Феномен горьких детских слез при расставании. Что это? Притворство или попытка манипулировать? Этот феномен на самом деле не случайен. Малыш не притворяется. Он на самом деле очень расстроен прощанием с мамой. Но он хорошо помнит, что надо попрощаться именно так, непременно со слезами, чтобы уж точно мама пришла за ним. Здесь всплывает тот самый ранний опыт первых посещений садика и расставаний. Там как раз были слезы, сопли и крепкие объятия с мамой. А потом все было хорошо, новые игры, веселые друзья, скучать не приходилось. Поэтому таким малышам, являющимися по своей натуре консерваторами, важно сохранить и поддержать эту закономерность, потому что другого варианта они не знают. Да, это повторяющееся действие плача, судорожных объятий и расставания с отрывом от сердца, своеобразный утренний ритуал для ребенка и для мамы. Они оба играют в эту ритуализированную игру с целью пройти все этапы расставания, чтобы успокоиться. Что делать маме малыша, который привык плакать при расставании с ней? Возможно ли как-то изменить ситуацию? Или так и терпеть ежедневные утренние слезы, не зная, как помочь крохе? Это реально сделать, заглянуть в окно, если группа на первом этаже, или посмотреть, как играет ее ребенок на прогулке, когда группа выходит на свежий воздух. Также некоторую информацию могут дать случайные реплики сына или дочки о детском садике дома в кругу семьи. Если все в порядке, ребенок спокойно чувствует себя в группе, охотно включается в режимы игры, переходим к следующему пункту. Если предыдущий ритуал был поплакать, пока мама не уйдет, то новый будет, к примеру, поцелуй в кармашке. Когда мама и кроха приходят в группу, малыш переодевается и мама, обнимая на прощание, кладет поцелуй в его нагрудный кармашек костюмчика и сарафана. Или что-то символическое, которое можно спрятать в кармане. А ребенок, в свою очередь, оставляет свой поцелуй маме в ее кармашек. Вариантом поцелуя в кармашке может быть и ключик, якобы от их квартиры или дома мама дает ключик на хранение, пока ребенок в садике. Ключик нужен, чтобы вместе прийти домой. На выстраивание нового ритуала понадобится некоторое время. Периодически ребенок может вспоминать прежний способ прощания и скатываться в него, но если новый способ ему очень понравится, смена пройдет намного быстрее. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.